Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы поговорим о благе. В одном из предыдущих видео, где я говорил о том, что такое любовь, я сказал, что любовь – это желание блага, выраженное в мыслях, словах и действиях. И также я там сказал, что благо – это то, что увеличивает вашу свободу. На самом деле это достойное, но слишком слабое определение блага. В действительности далеко не все, что увеличивает вашу свободу, является благом. У благу я бы дал и более сильное определение. Благо – это то, что расширяет вашу зону комфорта. В предыдущем видео, где я говорил о свободе себя, о свободе других, об ответственности, я говорил о том, что свобода человека, она заканчивается там, где начинаются интересы, где начинается свобода других людей, и все это должно быть связано уважением, любовью, нормами нравственности. Так вот, благо – это штука, которую довольно сложно определить, и опять же, на самом деле никто не знает, что это такое благо. С одной стороны, благо – это то, что расширяет вашу зону комфорта, и с другой стороны, благо – это то, что увеличивает вашу свободу, ограниченную вот этими всеми вещами, в свою очередь. Свободой других, уважением, любовью и всем прочим. То есть, что у нас получается? У нас определение любви, оно опирается на понятие блага. А понятие блага, в свою очередь, опирается на понятие свободы, а свобода, в свою очередь, ограничена любовью. И того мы имеем логический цикл. Сильное определение блага – это следующее. Благо есть то, что расширяет вашу зону комфорта. Опять же, с учетом всех этих ограничений свободы. Например, вот ваш человек, любимый, к примеру, хочет курить. Дать ему покурить – это любовь или нет? Нет, это не любовь. Потому что это не несет ему блага. Потому что привычка курить, она сужает его свободу, она сужает его зону комфорта. Здоровый человек не курит. Он не ограничивает свою свободу дополнительно привязанностью к сигаретам. Он и так имеет достаточно привязанностей. Поэтому благо в данном случае является ваше стремление сделать так, чтобы человек расстался с привычкой курить, чтобы он бросил курить. Вот это будет являться благом для него. Это увеличит его зону комфорта, это научит его обходиться без сигарет. Зона комфорта – это совокупность всех наборов обстоятельств, попадая в которые человек чувствует себя нормально. Не хорошо, не плохо, просто нормально. Вот это зона комфорта. Зона комфорта тем шире, чем больше совокупность этих наборов обстоятельств, в которых человек нормально себя чувствует, я повторюсь. Вот то же самое касается и других вредных привычек.
примеру, люди на празднике отмечают они эти праздники, выпивая алкоголь. Что это значит? Это значит, что они друг друга не любят, они себя не любят, они не делают друг другу блага, потому что алкоголь, когда он применяется в каких-то иных целях, отличных от медицинских, алкоголь, он разрушает здоровье, он разрушает интеллект, разрушает мозг. Это вред, а не благо. Антоним понятию блага – это слово вред. То есть то, что сужает зону комфорта. То, что сужает зону комфорта, то, что сужает свободу, это вред. И вот курение сигарет, употребление алкоголя за очень-очень-очень редкими исключениями является вредом. Так же, как и употребление иных видов веществ. Существует множество ситуаций, в которых не очевидно, что является благом, или вот конкретное что-то там, конкретное действие, благо это или нет. В таких ситуациях мы, люди, должны опираться на наше понятие об уважении, чувство любви, нормы морали, нравственности, здравый смысл и, возможно, консультации тех, кто авторитетен, тех, кому мы доверяем, тех, кого мы считаем высокими эталонами в своей жизни. Понятно, что эти люди, учителя, они должны быть нравственно высоки. Существует очень много таких ситуаций, где благо не очевидно. Рассмотрим, к примеру, поход на природу с ночевкой. С одной стороны, кажется, что это благо. Ну, потому что это физическая нагрузка, это какая-то физкультура, это там разгоняет кровообращение, все остальное. То есть кажется, что это благо. Но в действительности это может не быть благом для конкретного индивида. Допустим, если человек курящий, или если человек иным каким-то способом нездоровый, это может не быть для него благом, это может перегрузить его сердце, это может привести к каким-то другим тягостным последствиям, это может привести даже к смерти. И тогда это не будет являться для него благом. Иными словами, благо индивидуально. Об этом я уже говорил в видео с определением любви. Благо индивидуально, и те действия, которые являются выражением, отражением любви, они индивидуальны для разных людей, для разных объектов. Таким образом, принимая решение, каждый человек должен взять на себя ответственность, оценить то, что я делаю. Это ли любовь, это ли благо для того, для кого я это делаю. А как насчет коллективного благополучия? Хорошо ли это для других людей? Не вредит ли это другим людям? Не приносит ли это вреда третьим каким-то лицам? Потому что в нашей жизни, в жизни каждого человека, важно как индивидуальное благополучие, то есть индивидуальное получение блага, так и коллективное благополучие, коллективное получение блага. Без этого не будет развития, потому что с утратой индивидуального развития
замедляется коллективное, а с утратой коллективного развития замедляется индивидуальное. И мы должны заботиться как о себе, так и об обществе, начиная вот с наших близких людей, которые физически находятся в нашей близости, которые физически находятся рядом с нами, и заканчивая какими-то высокими вещами, людьми, с которыми мы не знакомы лично. Всем этим категориям людей при наличии у нас возможности мы должны стараться принести какую-то посильную пользу. Посильную пользу, то есть вот я кого-то встретил, я вижу, что этот человек нуждается, я что-то прямо сейчас могу для него сделать, может быть, бабушку там перевести через дорогу или что-то еще такое, а то вдруг она под машину попадет. И если я это могу сделать, действительно, я беру это и делаю. Это любовь, это благо. У каждого из нас есть свой собственный разум, свой интеллект, интуиция и совесть. И благо мы не можем определить это без участия совести. Каждый человек должен включить свою совесть и с помощью совести понять, что благо, а что не благо. Бессовестной любви не бывает. Мы не можем никого любить, не включая при этом нашу совесть, нашу интуицию, которая будет указывать нам, вот это проявление любви для данного человека, а вот это не любовь для него. Каждый из нас может ошибаться, конечно, где-то мы допускаем несознательный вред. Самое главное – это стремиться приносить пользу, стремиться действовать с желанием блага, с любовью. И тогда постепенно наше общество будет расти и расти, улучшаться и улучшаться. Спасибо за просмотр этого видео. Вот это прекрасное место с речкой, тут вот парк. Это называется набережная Ля-Рошель в Петрозаводске. Набережная Ля-Рошель. И вот здесь утки в реке плавают, они еле-еле там с течением справляются. Течение достаточно сильное. Вот. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго.